Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. Сегодня приготовим тонкие кабачковые блинчики. Такие летние блины выручают летом, особенно на завтрак. Готовятся легко, без лишнего жира, а получаются очень нежными, сливочными, с тонким оттенком кабачка. А если завернуть начинку, будет шикарная закуска даже на праздничный стол. Я начинаю, а вы не забудьте сохранить рецептик нежных изумрудных блинчиков с двумя видами вкуснейшей начинки. В первую очередь приготовим основное тесто. В миску вбиваем 3 яйца. Хорошо перемешиваем венчиком до однородности. И вливаем 200 мл молока. Просеиваем всю муку. Муки нам понадобится от 150 до 200 граммов. И перемешиваем до однородности. Муки может понадобиться больше либо меньше. Все зависит от кабачков. Ориентируйтесь по консистенции. Вот такое вот тесто должно получиться. Отставляем тесто в сторону, пока будем подготавливать кабачки. За это время мука активизируется и не нужно будет ждать, пока тесто настоится. Далее нам понадобятся кабачки примерно 500-600 граммов. Срезаем хвостики. Натираем кабачки на мелкой либо крупной терке. Можно натереть на очень мелкой терке и в таком виде добавить в тесто. Тогда кабачки будут лучше чувствоваться в блинах. Я натираю на крупной терке, а потом дополнительно взбиваю блендером в пюре. Так блины имеют очень тонкий оттенок кабачка. И блендером взбиваем до однородности. Вот такое кабачковое пюре получается. За это время тесто уже более стало густым, мука активизировалась, и поэтому нам не нужно будет ждать, пока постоит тесто. Высыпаем все кабачковое пюре. По желанию можно добавить мелко рубленую зелень. У меня укроп. Добавляем пол чайной ложки соли и 2 столовых ложки растительного масла. Все очень хорошо перемешиваем. С такого теста можно приготовить как тонкие, так и толстые блины. Все зависит от густоты теста. Так что сначала я сделаю тесто более густым, покажу, какие блинчики получаются, а потом разведу немного молоком и покажу, как жарить более тонкие. Вот такое тесто должно получиться. Сейчас ложкой покажу. Вот такое вот. Видите, слегка густоватое вот такое вот. Если на этом этапе у вас оно жидкое, можете добавлять смело муки. Разогреваем хорошо сковороду и смазываем растительным маслом. Нужно смазать только перед первым блином. Дальше смазывать не нужно, так как в тесто мы добавили растительное масло. Выливаем тесто. Помогаем вот так вот половником, чтобы распределить. Можно толще, можно тоньше, как вам нравится больше. Через полминутки смотрим, блинчик уже немного поджарился, и переворачиваем. И обжариваем со второй стороны также полминутки. Все, блинчик готов. Какой красивый, золотистый. Я готовлю на всей мощности моей плиты, на всю. Решила сделать тесто пожиже и добавила полстакана молока. Вот такое вот тесто, чтобы потоньше блинчики получились. Давайте попробуем, что у нас получится. Вот такие вот, с более гуще теста получались. Такие вот они. Так. Отлично переворачивается, ничего не рвется, так что можно даже вот такую вот делать жидкую консистенцию. Блинчики жарить из такого вот теста. Все отлично получится. Вот такие вот кабачковые блинчики готовы. У меня получилось 12 готовых, но 1,5 блинчика мы съели. Вот такие вот получается.
Сначала мы делали, они были более с густого теста, я вам показывала, а вот последние с более жидкого. Они более тоненькие, более нежные, мне вот такие больше понравились. И легче их жарить, потому что они распределяются легче по сковороде. Пока они остывают, приготовим начинку. Я приготовлю два вида начинки. Для первой начинки возьмем шампиньоны и нарезаем их небольшими пластинками. Вот такими вот пластинками тоненькими. В разогретую сковороду высыпаем грибы и выпариваем с них всю жидкость. Пока жарятся грибы, нарезаем одну большую луковицу небольшими кубиками. Грибы уже пустили сок. Ждем, когда выпарится вся влага. Когда выпарилась вся жидкость, можно добавить растительного масла. Буквально столовую ложку. И добавляем нарезанный лук. Обжариваем до готовности лука. Лук уже готов. В конце, по желанию, можно добавить столовую ложку либо две сметаны. Только смотрите, чтобы сильно жидкое не было. У меня сметана 20%. Перемешиваем, минутка и выключаем. Не забудьте еще посолить. Первая начинка готова. Далее займемся второй. Нам понадобится помидор свежий. Нарезаем небольшими кубиками. Высыпаем в миску. Добавляем немного рубленой зелени, у меня петрушка. Твердый сыр натираем на мелкой терке. По желанию выдавливаем пару зубчиков чеснока. И добавляем столовую ложку либо полторы сметаны. У меня жирность 20%, но можно заменить майонезом, пополам майонезом и сметаной, как вам больше нравится. Все тщательно перемешиваем. Как по мне маловато сыра, я еще добавлю немного моцареллы. Все, теперь начинка готова. Дальше начиняем блинчики. Какая вам больше нравится сторона? Мне, например, вот эта вот, где зеленушечка, намного больше нравится. Поэтому этой стороной вниз. Добавляем начинку. И сворачиваем рулетик. Разрезаем пополам. И вот такие вот рулетики у нас получаются. Теперь с грибочками. Добавляем начиночку. Друзья, переходите по ссылке в описании и получайте минус 20% от действующей цены на сайте на все кухонные товары и товары для дома. Ассортимент пополняется каждый день, а доставка по всей территории Украины. Все подробности под видео в описании. Так, и сворачиваем. Такой вот грибной получился. Ну что, наша кабачковая закуска из блинчиков из кабачка готова. Давайте пробовать. Так, ну помидорная с сыром это вкус уже знакомый, я такой уже делала. А вот с грибами для меня новинка. Очень хочу попробовать. Вот такой вот с грибочками. Так, и теперь помидорно-сырно с чесноком. Тоже попробуем. Так, все, я попробовала, очень хорошо распробовала. Что я вам скажу? Для меня это открытие, потому что я раньше готовила вот такой вот более на толстом тесте кабачковые блинчики и делала начинку с сыром и помидором. Это было очень вкусно, все гости очень высоко оценили такую закуску. Да и я, в принципе, знаем, что кабачки, помидоры и сыр, чеснок – это идеальное сочетание. Но
Попробовав с грибами, это, поверьте, что-то вообще вот невероятное. Это очень вкусно. Идеально. Можно туда еще добавить сыр. Я бы добавила еще сыр. И еще, вот мы готовили на более толстом блинчике и более тоненькие. Я всегда готовила на более толстом и, в принципе, не думала даже его как-то разжижать, это тесто. Но когда я попробовала на более тонком тесте, этот вкус намного ярче, чем вот толстые. Во-первых, толстые могут рваться при скручивании, и вкус, вот их нужно дольше прожаривать, это немножечко, ну и распределять по сковородке немножечко тяжеловато, поэтому советую все-таки печь на жидком тесте вот такие вот тоненькие. Вкус просто невероятный. По самим блинчикам, то это такой нежный сливочный вкус и с легким оттенком кабачка. Такой легкий, далекий. Но если начинка кабачок, сыр, помидор, то там вот какая-то гармония вот с кабачком, то с грибами это прям вот яркий вкус грибов, и почти не догадываешься, что эти блинчики с кабачка сделаны. Еще очень важный момент, они не жирные. Вот если привыкли делать вот эти вот драники кабачковые, оладьи, они все в жиру, они такие тяжелые, вроде бы кабачок он такой легкий, полезный, и вот здесь в этих блинчиках это подчеркивается. Не жирные, добавили только растительное масло в тесто, не нужно смазывать сковороду постоянно, чтобы эти блины были жирными. Оно ничего не прилипает. Один раз смазали и дальше уже выпекаете. Конечно же, чтобы сковорода была хорошая. Мне очень нравится. Очень легкое такое блюдо, несмотря на то, что здесь там грибы жареные, здесь там сыр, сметана. Поэтому рекомендую. Отличная закуска из кабачков, очень вкусные блинчики. Причем начинку можно делать, ну, абсолютно любую. Всем спасибо, что смотрели меня до конца. Попробуйте обязательно приготовить вот такую вот закуску из кабачков. Уверена, вам понравится. Напишите, пожалуйста, ваши комментарии, как вам рецепт. И не забудьте поставить лайк. Всем огромное спасибо и до новых встреч. Пока!